Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября. Последний осенний месяц, уже практически на пороге. И вот на этой неделе мы плавно перейдем ближе уже к зиме. Осталось совсем немного времени. Время само по себе просто мчится. По крайней мере для меня, мне кажется, оно несется просто. Ну, давайте мы с вами узнаем, что нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, метафорические образы карт помогут вам просчитать на пару шагов вперед, может быть, ваши действия. Или найти какие-то варианты решения того или иного вопроса. Словно пазл сложить. Первая карта у нас будет означать важное событие или что, чем придется, может быть, заниматься на неделе. Что наиболее для вас актуально будет. Неожиданное событие или неожиданности в целом. Что может помешать или чему сейчас не время. А что будет помогать, радовать. Достанем мы карту «Что скрыто?» и по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Финансы. Личная жизнь. Достанем карту «Совет». Объединим все предыдущие карты. Давайте узнаем. Главное событие. Ну, вот такое пороговое значение, когда, знаете, как точка невозврата пройдена. Назад только в виде воспоминаний, а вперед как будто еще непонятно. Но нам ангел-хранитель, вам, как будто, мои дорогие львы и львицы, трубит, что оставь прошлое в прошлом. Нет смысла даже оглядываться назад. Это карта возрождения, новых возможностей. Это когда у нас все получится. Главное не действовать по какому-то прежнему шаблону. Или отпустить, может быть, то, что не сработало словно. Мы, может быть, и приложили много усилий, но по какой-то причине нам не удалось этого достичь. Может быть, обстоятельства непреодолимой силы, может быть, ну вот как-то фишка не ложилась, да, ну, как мы говорим, еще не по судьбе. Теперь самое главное, полный вперед. По этой карте отчасти нас ждет впереди исполнение желаний, но еще какие-то усилия мы приложить должны, с чем-то определиться. По этой карте однозначно нет как будто смысла что-то реанимировать даже, может быть, по отношениям. Но решать только вам. Наверное, если какая-то история в вашей жизни словно завершается, позволить ей закончиться каким-то естественным путем. Ну, а если это касается отношений, может быть, ухода, да, человека из вашей жизни, ну, значит, тут мы тоже вряд ли что-то изменим. У кого-то это может быть как я заканчиваю какой-то период разочарований. И ведь об этом нам карта как раз говорит. Ангел, как будто хранитель трубит, что теперь уже будет все по-другому. Больше оптимизма по этой карте нас как будто призывает. И, безусловно, довериться Вселенной, пространству. Не пытаться что-то перекроить на свой лад, а попробовать плыть по тому фарватеру событий, которые будут развиваться у вас на этой неделе. Это будет как будто важно. Неожиданности, но мы словно на выборе можем быть. Не случайно нам выпадает карта страшного суда, а нам говорят ведь не оглядывайся назад. Поэтому есть, видимо, то, что словно манит, а есть еще и то, что держит. И для вас вот этот вот выбор, он может стоять. Я не могу сказать, что это неожиданность, хотя у кого-то это может, знаете, как сам факт, или меня поставили перед фактом. Может быть, это проигрывается в отношениях. Или какая-то ситуация достигла пика, и вот теперь уже надо делать выбор. Или я уже что-то отпускаю, или я на что-то решаюсь. Ваше решение может быть Соломоново решение. Для кого-то так будет, а для кого-то это как Гордиев узел нужно будет словно разрубить и не оглядываться назад. У каждого по-своему как-то вот эта развилка судьбы проиграется. Чему сейчас не время? По пажу Пентаклей, ну, сказал бы, что ждать деньги от какого-то нового проекта, к примеру, да.
Да, хотя я не могу сказать по этой карте, что чему-то точно не время. Или, может быть, не время вкладываться в какой-то проект полностью, он еще недостаточно просчитан. Может быть и так. У кого-то это может совпасть с какими-то проплатами. Ну, может быть, по поводу иногда дети проигрываются наши, Паш Пентакли, или какие-то вопросы, когда мы как будто должны проплатить. И все-таки у нас выпадает, чему сейчас не время. Кто знает, может быть, вы можете заплатить позже. Вот если можно деньги отдать не в эту неделю, а потом, как будто точно это лучше так сделать. Знаете, есть еще и такое значение, безусловно, по пажу Пентаклей. Проигрываются люди. Вот мы сказали, как дети, да? И тут человек может быть достаточно взрослый, причем уже возраст солидный, а ведет себя как ребенок. Это тот разряд людей, на которых и не понадеешься, и ответственности не потребуешь. Это какая-то своя игра у человека ведется. И вот как будто тогда таким людям, ненадежным, на этой неделе тоже не время. У вас что-то на кону стоит важное. По сути, это ваша судьба. И какое-то продолжение все же нам ангел больше обращает вас на какие-то ваши именно, может быть, достоинства или то, что для вас на этой неделе наиболее важным будет. Может быть, это событие, ведь это старший аркан. Тут может быть как какая-то новость, которая к вам приходит. Или через обстоятельства непреодолимой силы, когда мы не можем на это повлиять, но какое-то событие меняет в целом нашу жизнь. Нам приходится пересмотреть какую-то свою стратегию, тактику. Вы сами, мои дорогие, на первом месте, а на втором все то, что надежно. Давайте узнаем, что будет помогать, что будет радовать. А вы знаете, когда мы более так вот хладнокровно смотрим на какую-то ситуацию, может быть, как раз на те события, которые происходят на этой неделе, что-то мы не сможем изменить, а что-то изменить вполне в наших силах. Мои дорогие львы и львицы, это, знаете, есть такая молитва. Господи, дай мне силы с душевным спокойствием принять то, что я не в силах изменить. Господи, дай мне мужество изменить все то, что в моих силах. И, Господи, дай мне мудрости суметь отличить одно от другого. Вот, видимо, такое разграничение, что у каждого по-своему что-то будет. Есть, что мы не сможем изменить. Обстоятельства или события, или новости какие-то. Но есть и то, когда, может быть, нам придется себя словно собрать в кучку и с чем-то определиться или предпринять какие-то действия. Но, понятно, мудрость это нам поможет как раз уйти от каких-то промахов, недочетов. И по этой карте обратите внимание, вот мы говорили про ненадежных людей, предположим, да, что такое может быть. И вот у нас изображена королева мечей прекрасная. Это где-то прообраз Юдифи, если мы вспоминаем Библию, да, и исторический факт. То есть решимость какая-то. Вот и когда надеешься сам на себя, не когда тебе кто-то придет на помощь. Нет, от начала до конца именно свои действия просчитываешь. И нам будет помогать немногословность. То, что мы задумали, должны мы знать одни, как будто должно оставаться в тайне. И благодаря этому наши позиции будут более неуязвимы и сильны. Но если мы про карту, помимо королевы мечей, много птиц, которые вокруг королевы кружат. И вот одна птичка, обратите внимание, опустилась достаточно низко и подлетела к кошке. В контексте ненадежных людей. Птичка уверена, что внешне зверь очень милый и ничего не предвещает. Но мы с вами знаем, что прыжок молниеносен у кошки, он непредсказуем, и когти смертельно опасны. Вот мы не должны с чем-то просчитаться. Видимо, поэтому в таких хладнокровно, расчетливо, прагматичных энергиях нужно быть. Как и не надеяться на кого-то, так и правильно оценить обстановку. Вот это нам все помогает. Дела, работа, бизнес. Правда, у кого-то может начаться с какой-то новости, и вам нужно принять будет в решение. Вот из этой двойки жезлов, это у нас туз жезлов, словно с чем-то, что-то одно у нас должно остаться. Может быть, обстоятельства вас даже где-то подтолкнут к такому выбору. И есть и вариант того, что мы как будто не сможем это изменить. Может быть,
оставить прошлое в прошлом придется. Но по этой карте чаще всего это какие-то возможности. Поэтому даже если поначалу что-то для нас выглядит, знаете, как новость, которая нас выбивает где-то из колеи, значит, либо со временем что-то разбирается у вас, встает на свои места, дополнительная какая-то информация приходит, новости, или все же у нас, опять же, карта страшного суда – это 20-й старший аркан. И это все равно события извне. И они как ведь продолжают развиваться. И поэтому с течением хода развития событий или конкретной ситуации у нас еще будет какое-то улучшение, именно потому, что оно не останется вот в той позиции, которая на начало этой недели. И поэтому часто по тузу жезлов это какие-то наши новые возможности. Но мы, может быть, из-за момента внезапности или услышанной новости, мы можем на какой-то момент растеряться. Или мы можем растеряться из-за того, что мы столкнулись с человеком, который, ну, ненадежный. Мы на него, может быть, и рассчитывали, а он нам может сказать нет. И такая ситуация может проиграться. Что по финансам? Еще один старший аркан, и для кого-то из вас это окончательное решение смены работы или смена способов заработка. Вот он самый выбор. Либо деньги будут к вам приходить каким-то другим путем, может быть, это теперь будут деньги партнера, или вы сами будете развивать свое ремесло. Не повторится еще раз какая-то прежняя ситуация, и нам даже как будто заглядывать в прошлое не имеет смысла. Но и торопиться тоже. Эта карта трансформации говорит о том, что неизбежны перемены, поэтому сколько ни притягивай что-то, как из прошлого, какой-то шаблон действий или шаблон заработка. Может быть, это не все так глобально, и вы не будете менять работу, да, или там род деятельности, но значит на вашей работе, к примеру, что-то может меняться как руководитель, или порядок, или новый график, или начальство вашего начальства меняется, и теперь заставляют как-то реорганизовать, что-то перестроить с новыми положениями, с новыми какими-то, ну, может быть, регламентами или что-то вот есть в переменах, что от нас не зависит. Нам придется спокойно, хладнокровно принимать, что есть по факту, и где-то себя перестраивать. Но и в плане денег как будто тоже. И я могу сказать, когда выпадает 13-й аркан, и вы ждали деньги, которые задерживались, вы их точно получите. По этой карте иногда проигрывается, я не говорю на 100% у всех, но по части, когда, правда, были задержки, и, предположим, какая-то крупная даже сумма денег, то вы ее обязательно получите. Личная жизнь. Знаете, у кого-то события личной жизни. Не обязательно это будет ситуация, связанная с вашим любимым человеком. Это может быть с кем угодно. С детьми, опять же, может быть ситуация, когда сложно найти контакт с ребенком. Иногда такое проигрывается. Или это человек в нашей жизни, который имеет свое какое-то мнение. Причем это мнение он пытается нам навязать, что-то нам доказать. По рыцарю мечей бунтарь без причины, так называется карта, пусть не в этой колоде, в другой, но она очень хорошо передает смысл именно карты. Вот мы можем столкнуться с людьми, которые говорят: делай так, не делай эдак. Вот будет правильно, если ты поступишь так. А вот если будешь по-другому, то есть нас как будто пытаются либо переубедить, либо к чему-то склонить. А у вас выпадает королева мечей. Если мы говорим про образ Юдифи, нужно все просчитать, предвидя все до мелочей, и рассчитывать не на людей, потому что чаще как раз люди, которые нам, ну, обещают какие-то либо золотые горы, либо ведут себя, знаете, так пафосно, за этим ничего не стоит. И если мы доверялись какое-то время, потом мы с какой-то голой правдой оказываемся один на один, с чем-то не просчитаться. Но, кстати, по рыцарю мечей мы можем как раз какую-то тайну как будто узнать. Или кто-то проболтался, например, а вы эту информацию поймали, проанализировали и как-то применили к своей жизни или к тому, что вы хотите осуществить, то в конечном итоге вам это будет полезно. Или по этой карте мы можем словно хотеть узнать истину и обращаться
в разные инстанции, к специалистам для того, чтобы выяснить что-то наверняка. Ну вот у каждого, наверное, тут будет по-своему. Давайте карта совет. Вообще карта, что бы там ни происходило, мои дорогие, есть и люди, которые вас поддерживают. Есть, может быть, и правда, как и денежный эквивалент, есть и взаимопонимание, есть и радость, есть и счастье. И вам как будто вот в этом направлении десятка кубков – это итоговая карта. У кого-то это проиграется, как я деньги получил, может быть, не могу осуществить. Может быть, есть в планах либо переезд, либо ремонт жилья, либо какая-то реорганизация дома, может быть, комфортнее будете делать, или что-то применить на благо себе, своей семьи, своим детям. Но есть и хорошая какая-то прекрасная новость, и мы должны стремиться к изобилию и процветанию. И это ведь в карте совет, значит, несмотря что какая-то обстановка может быть мутно непонятная где-то, местами, или в какой-то сфере жизни, или каких-то делах конкретных, а как будто все равно к изобилию и к радости, к счастью. Есть те, которые вас поддержат, и есть как будто дом, полная чаша. Благополучная неделя, хотя и есть те моменты, которые, первые, нам надо будет принять решение, а есть то, что входит в нашу жизнь, и нам нужно безусловностей каких-то принять, и не пытаться притянуть что-то из прошлого или какую-то ситуацию возобновить из прошлого. Что скрыто? Вот вообще, посмотрите, у нас пара королева мечей и король мечей. Может быть, это вы столкнетесь даже с людьми, скрыто, да, мы говорим. Может быть, нам поэтому предлагают где-то быть немногословными, потому что за нами словно могут наблюдать, делать какие-то выводы. И неизвестно, что люди задумают. По королю мечей у нас проходят часто чиновники, иногда представители власти, еще какие-то ситуации. Поэтому если мы тут проболтаемся, мы как будто действительно себе навредим. Поэтому свои, как и планы, или что вы намереваетесь сделать в ближайшее время, действия, тоже не афишируем. Молчание, видимо, на этой неделе будет действительно золото. Это может быть и как какое-то согласование, которое мы пойдем оформлять документы, да, вот что-то мы начнем действовать, может быть, в отношении то, что вы планировали какое-то время, а теперь предоставляется возможность. По этой карте может быть и так. Отправившись к какому-то чиновнику, мы узнаем новый какой-то пункт закона, который работает в отношении нас. И с этим тоже нужно что-то делать. Причем по факту, без эмоций. И так вот может проиграться. То есть есть то, в чем мы не были до этого времени профессионалы. Невозможно знать всю информацию. И определенная работа с информацией, когда я узнаю то, что прежде было как будто скрыто. Либо это через специалистов происходит, либо это мы можем изучать закон, потому что нам точно надо знать, как он работает в отношении нас. Или мы обращаемся к врачам, чтобы тоже о себе узнать то, что скрыто. Или, может быть, это с кем-то связано, ну, где-то из родственников, потому что у вас десятка кубков. Но рациональное решение как будто нужно будет принимать. Держать руку на пульсе и на любую информацию, мои дорогие львы и львицы, реагировать хладнокровно. Вот, наверное, вот ту молитву, которую я сказала, то, что мы не можем изменить. Нет смысла себя дергать, расстраивать или, знаете, как изнутри разрушать. А то, что действительно еще может быть изменено, ну, значит, принять как факт, что есть на самом деле, приложить какие-то усилия. Ну и, понятно, мудро отнестись вообще в целом к тем сюрпризам, которые нам преподносит жизнь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.